Привет, друзья! Миран на связи. Да, мы с вами преодолели еще один трудный период длительного расставания. Просто иногда хочется самому поучаствовать в хэви-металлической движухе, а не просто рассказывать о ней. Так что спасибо всем, кто приходил на концерты DJ Mortal во время тура «Дети Галактики 2016», и спасибо всем гостям недавнего Metal Music Madness Live 2. На канале DJ можно найти несколько видео нашего турового дневника, а отчет про MMM Live появится на этом канале уже в ближайшем будущем. Ну а сейчас мы быстренько наверстаем упущенное и рассмотрим пяток крутых релизов, вышедших в марте и апреле. И начнем, пожалуй, со второго альбома шведов Orbit Culture. В марте 2016 группе Orbit Culture исполнилось 3 года, и это знаменательное событие они решили отметить выпуском второго диска. Играют они смесь МДМа и грува, но, судя по второму альбому, они не любят себя ограничивать жанрами. Если первая их работа была очень мясистой, с пулеметообразными рифами, то сейчас они стали чуть более мелодичными, загнали продакшн в рамки современной тяжелой музыки, но не проиграли от этого, а, вероятно, наоборот, проложили тем самым себе дорогу к коммерческому успеху. И если смотреть с этой стороны, то они не зря приправили свое музло изрядной долей внезапно актуального чистого вокала, в котором то и дело слышатся нотки трэша и грув-металла из конца 90-х. Лично я узнал про Orbit Culture именно после выхода Raisin. В такие моменты задумываешься, сколько же еще крутой музыки проходит мимо нас. Конечно, эпоха пиратства нас расслабила, мы уже не стараемся расслушивать релизы, а просто качаем новые и новые. А между делом Orbit Culture, имея за плечами 2 таких убийственных полновеса, до сих пор сидят без контракта с лейблом и выпускают все своими силами. Поэтому очень важно показать, что нам, металлхедам, не безразличны старания молодых групп. Альбом Raisin они сейчас бесплатно раздают на Bandcamp, так что наша задача хотя бы сделать так, чтобы о них узнало как можно больше людей. Поэтому размещайте это видео на своих страничках в социальных сетях, если вам понравились Orbit Culture или любая другая группа из выпуска. Ну а сейчас мы добавим немного эпичности в представляемую музыку. В этом году Португалия обзавелась еще одним метал-тайтлом, за которым надо будет последить. Быть может, он дополнит весьма немногочисленный пантеон металлических групп этой страны – Dark Oath. Группа Dark Oath в апреле этого года выпустила свой дебютный альбом, и во время первого прослушивания у меня были такие мысли. Неплохо, да. Давно не слушал подобного эпика. Мне кажется, или немного затянуто. Открывашка на 10 минут, окей. А кто у них на вокале? Черт, а вот и фишка. Да, Scream Dark Oath принадлежит девушке, Саре Лейтау. И тут правильно будет сказать, что она справляется с работой вокалиста ничуть не хуже представителей сильного пола. Мы слышали много разных и техничных женских экстрим-вокалов, но такой яростный и энергичный скрим встретишь нечасто, а Саре хоть сейчас иди пой какой-нибудь Viking Black. А вот Dark Oath хоть и не Viking Black играют, но недалеко от него ушли. По тегам им ближе Epic MDM, но вся музыка состоит из бластбитов, быстрой двойной бочки и тремоло. В общем, очень северный коллектив, как по музыкальной составляющей, так и по лирике.
А сейчас разберем еще один альбом, преисполненный бластбитов и быстрых тремоло. Второй релиз норвежцев Mistur. Второй альбом Mistur In Memoriam вышел спустя почти 7 лет после дебютной работы. Их первый релиз Attenda был очень крутым. А в деле такой трушной музыки лучше подкопить годного материала, чем выпускать чаще, но посредственные пластинки. Mistur, видимо, подумали так же и захреначили всего 6, зато каких треков. Тут и ортодоксальные блэковые рифы, и отличные мелодические партии, ничуть не нарушающие атмосферу. Есть даже кочевые рифы от дэт-металла и чистый вокал местами, но все настолько в тему. Mistur на новом альбоме как бы опережают желания слушателя. Вот, играет трек, и тебя переполняет яростью преподносимой музыкой. И ты думаешь, ну помеси еще немножко бластбитов. А трек вдруг срывается в медленную клавишную интерлюдию. И так с каждой составляющей. Все они очень крутые, но музыканты дозируют их ровно настолько, чтобы мы не пресыщались, а хотели еще. Вот такой вот музыкальный незавершенный гештальт получается. Ну а теперь я посоветую всем true metalhead'ам подойти к холодильнику, достать из морозилки пачку каких-нибудь пельменей и положить себе на стул. Быть может, это вас немного спасет от жжения там внизу. Ну, просто отдых на Metal Music Madness. Да, в последнее время вышло огромное количество крутых альбомов, но выпуск я взял именно Generation Doom от Otep. Ну уж извините, лично мне он преподнес куда более интересный музыкальный экспириенс, чем мясной, мелодичный, виртуозный или как-то иначе крутой, но слегка копипастнутый Album Name. За последние 5 лет у Otep вышло 2 абсолютно разных альбома. Довольно брутальный Атовист и странноватый, совсем не метальный Гидра. И до недавнего времени поклонники не знали, будет ли Шамай в будущем прям-таки высекать, как старые добрые, или продолжит показывать нам широкие возможности своего вокального мастерства. Но вот новый альбом показал, что она будет совмещать оба этих варианта. На альбоме Generation Doom есть и хардкорево в стиле Walls of Jericho, и мелодичные композиции в духе новых In This Moment, есть даже откровенно трэповый трек. Ну, с примесью альтернативы, конечно, но все же. И опять, все это очень гармонично сочетается между собой и позволяет Otep Шамая раскрыться как действительно профессиональный вокалист. Уже в который раз мы советуем вам забыть про ярлыки в стиле «это металл, а это нет» и послушать данную работу. Надеюсь, и вы откроете для себя что-то новое. There's a monster in the garden, you call it God. There's a monster
Но напоследок я оставил альбом в привычном стиле для MDM. Второй альбом австралийцев Chronolith. Когда я впервые познакомился с этой командой, посмотрев их клип, то я про них подумал примерно так же, как в свое время про финнов Trace Dawn из третьего выпуска MMM. Школьники играют лучше меня. Но сейчас это не особо актуально, потому как ко второму альбому они выросли в габаритах, отрастили бороды, нататуировались и внешне стали дефолтными метал-музыкантами. Но тем не менее, несмотря на довольно юный возраст, они уже на первом альбоме показывали прекрасную технику. Чего уж говорить о новой работе. Очень качественный MDM, по скорости напоминающий тех же Trace Dawn, а по рифам и атмосфере походящий на их земляков Ouroboros. Австралия прям радует в последнее время новыми именами. На этом и остановимся, пожалуй. Если вы считаете, что я несправедливо упустил какой-то альбом, заливайте его в предложку нашей группы ВКонтакте. А свое мнение по поводу релизов из этого выпуска пишите в комментариях под этим видео. А еще у меня есть интересная новость для тех, кого долюбил уже этот софтовый металл. У вас есть возможность стать частью истории отечественной грайнд-сцены. Дело в том, что мои друзья Кишкомесы из группы Smothered Bowels выпускают видео. Причем они делают такой приличный мини-фильм в духе американских хорроров. Обычно грайндушники берут футажи из существующих фильмов, а эти решили вот свой запилить. Ну так вот, клип они уже почти отсняли, получается там очень мясисто, скажу я вам. Но для съемки последней сцены они решили попросить помощи у ценителей жанра и открыли краудфандинговую кампанию на сайте Indiegogo. Так что любой желающий может закинуть деньжат, музыкантам будет проще работаться, а вы получите прикольные ништяки в виде дисков или мерчушки. У них, например, есть фартук мясника с логотипом группы. В общем, я оставлю ссылку в описании, заходите, смотрите, может, что и понравится. Ну а я пошел работать над следующими выпусками. Увидимся уже очень скоро, а пока буду рад видеть ваши лайки, комментарии и нажатие на всевозможные кнопочки шейр и рассказать друзьям. С вами был Миран. До связи.